Друзья, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас будет обзор на героя, который мне выпал сегодня за 3 крутки на часовой башне. Это герой, насколько я вижу, совсем уже не новый. Зовут его Тита. Вот такой вот персонаж. Или Тита. Кстати, не знаю, как правильно. Бронзовый кулак, фиолетовая пятерка. Или Тита, или Тита, не знаю, будут Тита. Я, честно, пытался погуглить плюс-минус там какие-то запросы по этому персонажу, но, честно говоря, мне никакой ни истории, ни предыстории, ни мифологии ничего не выдавало только всякие, извините, взрослые сайты 21+, с бронзовыми кулаками, он же там Bronze Fist на английском, ну, короче, не гуглите лучше это, или не при детях в любом случае. Поэтому герой старый достаточно, герой очень редкий, редкий в том плане, что его очень-очень-очень мало, наверное, людей ловило или не играют, потому что я за всю свою вот игру, там, сколько уж лет, там, ну, и после того, как он вышел, я этого персонажа встречал ровно один раз. Я не помню, это был стандартизированный или обычный турнир, но это точно был турнир, и он стоял кого-то там в команде защиты. Тогда я эту защиту вынес, я точно помню, поэтому, ну, короче, никакого мнения я о нем не сложил, ну, просто прошел мимо и все. А сейчас Тита не прошел мимо меня, выпал мне, и я вот буквально за несколько часов его чуть-чуть подкачал, совсем капельку, поиграл там, пару эмок даже повесил, и, знаете, я сложил о нем свое мнение, о нем сейчас и поговорим, и выскажу свое мнение. У героя сила 828, достаточно неплохо. Дальше. Класс чародей, школа боевой магии, он имеет там небольшой шанс, ну как небольшой, 50% шанс на то, чтобы нанести дополнительный урон за каждый из бафов, которые есть на вражеских героях. Откровенно, класс для этого героя, да и вообще откровенно, этот класс не входит в топ моих любимых классов. Конечно же, какой-то там Сумрачный Ловчий или Ходок Горизонта было бы лучше, Кавалер было бы лучше, но в любом случае, как есть, так есть, пускай будет. Дальше, пассивки. Есть такая хорошая пассивка, называется жесткое тело, да. Каждый раз, когда герой применяет навык, следующие 2 полученных им урона должны составлять 1 единицу. И после того, как 2 раза сработает эта его пассивка, то эффект уходит, и этот эффект нельзя развеять. Этот эффект вот неснимаемый, как у Банебджедета дух, как у Ангриса дух, вот, поняли? Хотя есть, конечно же, у нас уже герои, которые снимают неснимаемое. Ну, это другая история, но суть в том, что на самом деле это работает таким образом. Когда мы ультим, на нас там вот такая иконка бычка, короче, такой головы появляется. Ну, собственно, это его голова, да, видите, там. И в ближайшие там 2 урона, какой он получит, причем это урон хоть с руки, хоть с ультимейта, он будет составлять 1 единицу. Это круто. Плюс у него есть крутое сопротивление от блокировки от особых навыков. То есть нам дебуки всякие там не страшны. По статам, ребят, 782 атака, 749 броня, 1411 хп. Атакующий герой, хорошо сбалансированный по статам. Качать его по эмблемам в зависимости от того, где вы будете использовать. Этот герой, забегая наперед, может быть юзабелен хоть в атаке, хоть в обороне. Но все-таки, я думаю, чаще он будет использоваться в атаке, поэтому лично я его буду качать на атаку и хитпоинты. Если вы будете использовать его в команде обороны, то, конечно же, броню и хпшки. Дальше, идем дальше. Особый навык. Никаких криков. Вот, все так просто. Скорость маны средняя. На самом деле, для этого героя это, наверное, даже хорошо. В угоду балансу, если он бы был быстрый, то это, ну, была бы просто лютая имба. Так, это, ну, нормальный такой показатель. 9 камней, ну, 10 и сортами, и отрядами 9. Это нормально, ребят. Это нормально. Я, наверное, сразу скажу, что это чуть ли не единственный минус, собственно, этого героя, это скорость набора маны, но я также понимаю, что, ну, реально, можно было бы сломать весь баланс, если бы ему поставили там быструю скорость, поэтому, окей, средняя скорость для него подойдет.
будем использовать с ним там всяких ускорителей и так далее и тому подобное, особенно у кого есть там Одиссея и все такое, то там, арт ставим ему еще на плюс набор маны, и, ну, короче, можно его подразогнать хорошо. Собственно, наносит 280% урона цели и всем ближайшим врагам. Ребят, бьет по троим, одинаковый урон. Урон хороший, 280 по троим, это очень и очень круто. И сразу скажу, что там, он прям напрашивается в использовании с каким-нибудь стихийником и шотером по троим. Потому что, ну, прям хороший, достойный у него ударчик такой будет. Дальше на цели ближайших врагов накладывается эффект хрупкость. И они получают на 35% больше урона в течение 4 ходов. Хрупкость на троих, на целых 4 хода, это очень круто. Да, у какой-то там Морены столетней хрупкость больше, там, у Титании плюс-минус то же самое, но сама по себе хрупкость это очень и очень сильный дебаф в наше время, поэтому это огромный плюсик к этому герою. На самом деле ему идеально подходит эта часть его ультимейта. Идем дальше. Цели ближайшие враги не смогут применить навыки в следующий раз в течение 4 ходов. И неудача навыка не может вызвать какой-либо эффект навыка. Этот эффект исчезнет после срабатывания. Ребят, если проще, то это еще и блокиратор. Если вам мало того, что он бьет по троим больно, если вам мало того, что он дает хрупкость на троих, так он еще и блочит на 4 хода. Причем он блочит не так, как стандартно, там, Вотан, Канна, Гибук, Хепри, Низар. У него своя механика, там своя... ну, свой, скажем так, статусный эффект. На 4 хода мы посмотрим, как это работает, но это очень круто, это реально очень круто, это блокиратор, короче, ну, просто невероятно. И последний пункт его ультимейта: все союзники получают плюс 50% вероятность крита на 4 хода. Это просто, мало того, что он дает хрупкость, он блочит, он, бляха, бьет по троим, он еще дает крит. Ну, это просто, ну, блин, это квинтэссенция многих прикольных показателей, которые вот слепились в одном герое. Что стоит отметить, если вы используете на нем артефакт плюс 1 или плюс 2 к навыку, или вообще просто когда прокачиваете его ультимейт, вы должны понимать, что при прокачке уровня навыка у него увеличивается урон, увеличивается процент среза хрупкости и увеличивается процент крита. Да. Давайте мы сейчас пойдем и посмотрим вот сюда на вот такого вот зверя. Я уже просто для себя чисто прикинул, где удобнее всего тестировать эту фишечку. Я вам сейчас покажу, как, собственно, работает его ульта. Возьму себе большую манку только. Покажу, как работает ульта, и покажу, как работает пассивка тоже. Это которая дает нам защиту от входящего урона. Потому что это очень круто. Так, значит, смотрим. Ну, мы сейчас его просто сразу зарядим, причем зарядим вот так дешванским. Юзаем ультимейт. Красивые такие часики, как у него в руках, да, эти щиты. Значит, что мы имеем? Мы ультанули. Сразу смотрим, на нас висит уже плюс к шансу крита. Плюс 44%, окей. Любой полученный урон принудительно равен единице, не рассеивается. Ребят, этот баф, этот эффект состояния будет длиться хоть весь бой, пока вас 2 раза не ткнут. Не ткнут рукой или не ткнут ультимейтом. Так он будет висеть хоть там, пока у вас интернет не вылетит и игра не свернется. Что мы имеем на соперниках? Кроме урона мы имеем сейчас плюс 29 получения доп. Урона. Это хрупкость. Ну, почему плюс 29%? Потому что у него только сейчас 5 уровень ульты. Это с плюс 2 от артефакта. И вот там еще какой-то такой щиток, не видно, что это такое. Следующий каст навыка обязательно провалится. Это вот то самое его блокирование. Его вот псевдоблокирование, я бы сказал, это работает немножечко не так, как обычно, но суть как раз таки в том, что когда вражеский герой заряжается, он начинает использовать свою ульту, но у него ничего не получается. Там, это прям так и написано, типа, неудача. Ну, сейчас мы посмотрим. Для начала мы, конечно же, попробуем зарядить нашу эту змеюку. Вот смотрите, сейчас ткнула единичка. Видели, да? Единица урона прошла. То есть у нас по факту еще есть один раз возможность получить в себя урон
который составит единицу. И я очень надеюсь, что у нас сейчас получится зарядить ее, чтобы она ультанула нас. Да, вот. От ульты тоже проходит единица. Вот, соответственно, в теории, если какой-то автолик кидает в нас 3 карты, то в нас влетает урон только через одну. То есть 2 будет по единице и 1 только влетает. Ну, это на самом деле очень круто. Что дальше? Дальше мы еще раз зарядим ее, и зарядим и его в том числе, и посмотрим, как все-таки работает ультимейт со стороны соперника. Так, давайте мы, наверное, уже используем, зарядим еще раз эту чувиху нашу. Давай, наверное, вот так. Чуть-чуть осталось уже, давай, заряжайся. Главное, чтобы она зарядилась. Вот так зарядится, я думаю. И смотрим. Оп! Просто неудача, ребят. Просто неудача. Скидывается вся мана полностью. И герой не может использовать свой ультимейт. Он просто, он, знаете, как в оружии, как осечка. Вот просто такой херак, а ничего. Блин, это, короче, круто. Я считаю, что это очень круто. Герой простой, как доска, но при этом, блин, в нем собрали все то, что, наверное, должно быть в хорошем герое, в универсальном герое. И вот если начинать подбивать итоги понемножку, где я бы его использовал. Ребят, как я уже и говорил, он отлично подойдет и в оборону, и в атаку. В команде обороны он должен стоять скорее на плече, потому что блокиратором место именно на плече. Желательно, если у вас на другом плече будет какой-то герой, который разгоняет ману. Вот, и, соответственно, в центре, если будет герой, который даст вам выживаемость, нужно, чтобы Тита зарядился, и тогда все будет очень круто. То есть в команде обороны чисто теоретически стоять вообще легко может, просто налегке. Но лично я для себя вижу все-таки больше этого героя как атакующую единицу, где он подойдет абсолютно всем. Это на Титане. Если, ребята, вы ходите в найм или просто бьете титанов не какими-то там супер связками, через мультишотером, ультимейтами, или там у вас 14 титаны, и там удар с ульты, он, короче, не работает уже так, как хотелось бы, а вы бьете там стандартно героями камнем, то этот чувак вам подойдет как идеально просто. Это просто красота. Он мало того, что дает им хрупкость, он еще и дает критулю, на всех наших союзников. Это просто круто. То есть вам нужно будет взять бронереза какого-то, стихийника, Титу, хиллера и еще кого захотите просто. И все. Это просто герой, в котором уместили 2 классных составных ультимейтов для реально крутых героев под Титана. То есть это второй момент в команде обороны. На Титанах стопудово. Вообще просто очень круто. Ну и, конечно же, всякие ПВПшки. То есть, начиная от турниров разных. И особенно на быстрой мане, наверное, он будет круто работать. Прям охеренно круто. И на войнах. Конечно же, на войнах, ребята. Его использовать в каком-нибудь тапке с массовым диспелом, со стихийником и с каким-то там героем, который бьет по троим. Это прям уже видится очень круто. Плюс, будем не забывать, что он еще и блокиратор. Скорее всего, конечно же, мы не сможем заряжаться быстрее, чем вражеские бойцы блокираторы, поэтому нужно отыгрывать от того, что мы или берем еще одного перестраховочного к себе блокиратора, там а-ля Скади, да, чтобы иметь возможность собрать эти 9 камней, или мы там разгоняемся другими героями какими-то, чтобы Тита там заряжался чуть-чуть быстрее. Но в любом случае мы должны понимать, что он герой, который вот второй волны, атака второй волны. То есть мы сначала там заряжаем там своего быстрого блокиратора, заблокировали центр, и дальше уже дозаряжаем нашу основную там ударную гвардию. И вот Тита это как раз таки вот основная вторая ударная гвардия, которая потом срабатывает. Круто. Я думаю, что в атаке он вообще будет охеренно. Вот Титан и атака, просто я настолько в шоке от того, как я мог пропустить этого героя. Он реально очень крутой. Если ставить ему оценку, то, это, наверное, 8 из 10, 10 не ставлю, потому что это идеал, идеальных героев не существует. 9 не поставлю, потому что
все-таки он средний, а в наших условиях средний герой это чуть ли не медленный. Когда он будет с прорывом, это будет вот супер топ. Но пока на него прорыва нет, поэтому вот 8 очень крепкая. Это охеренный герой, ребята, универсальный охеренный герой, которого нужно ловить, которого нужно качать. Он вам будет помогать в любых, по сути, участиях, там, в любых ивентах в этой игре. Поэтому, ну, реально, крутая 5. Твердая 8 из 10 для этого героя. Кто его поймал, тех я поздравляю. Я и себя тоже поздравляю. Я его в свое время тоже буду качать. Ну и надеюсь, что вам этот обзор был полезен. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, оформляйте спонсорство, чтобы поддержать меня. И пишите комментарии, кстати, да. Все. Всем всего хорошего, ребят. Не болейте. Пока.